Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Чем же порадует вас судьба? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады и на диагностику негатива телефон под видео. Ох, как вы любите ухоженных женщин. Вот знаете, для вас очень и очень важно, какая женщина, как она выглядит. Да? Вот за мухрышкой какой-то вы точно не будете общаться, встречаться. Причем вот вы такой человек, вы по жизни вот готовы даже вкладываться в женщину, вот чтобы она, ну там сходила к косметологу, что-то прикупила себе, маникюрчики, педикюрчики и так далее. Вот однозначно, ребят, вот когда у вас есть любимая женщина, вот вы всегда будете вкладываться. Вы такой были, такой есть и такой будете. Единственное, что я вам скажу, что у вас произошла трансформация. Ух ты! Знаете, ваше сердце закрыто на замок. Не говорю у всех. Я не говорю этого, потому что общий расклад, вы это знаете. У многих сердце закрыто на замок. На большой-большой замок. У кого-то вообще проигрывается сейчас острая фаза, у тех, кто сейчас недавно, вот может быть, разошелся. Но это в душе зима и гололед, одиночество, которое, кажется, никогда не закончится. Знаете, вот те, кто сейчас находится в таком очень печальном состоянии, но, ребят, я бы вам все-таки посоветовала не отчаиваться. Да, здесь разрыв, здесь развод однозначно. Женщина, которая вставила, ну, нож в спину, скажем так. Причем вы здесь не ожидали такого. По крайней мере, вы оправдывали. Вы оправдывали эту женщину, да, и надеялись, что все-таки все наладится, все будет хорошо. Вы всячески пытались заниматься самообманом. Вот напишите, ребят, давайте снова сделаем маленький такой опрос. Когда вы были со своей женщиной, да, вот вы пытались как-то самообманом заниматься, да, вы пытались ее оправдать, либо же нет. Вот вы пытались верить в лучшее, что да нет, да все, что мне говорят, это неправда, да, она не такая. Ну, был такой момент или нет? Вот напишите, давайте немножечко пообщаемся. Вы человечек, который очень любит природу. Вот природа – это ваша отдушина. Это те самые шашлыки, это, я не знаю, там может быть какие-то вылазки с палаткой, это речка. Ну, то есть природа вас как будто питает, да, вот питает энергией, вы отдыхаете. Вот вы реально восстанавливаете силы, это ваша такая отдушина. У кого-то может проиграться, что вы охотник, там, либо же рыбак, да, ну, скорее к охоте. Знаете, вот здесь может быть даже ситуация, что вы любите охоту, но в то же время вам жалко зверушек, да? Напишите, у кого это проиграется, ребят. Вы человек абсолютно командный, вы не любите долго находиться в одиночестве. Ну, за исключением, конечно, тех периодов, когда вот было тяжело. А так вообще вам очень важна коммуникация. Иначе вы заскучаете, зачахнете. Вот вы как цветочек, который нужно поливать, вот именно коммуницируя с кем-то. У кого-то может даже проиграться, что вы, может быть, работаете где-то вот в команде. Это может быть отдел какой-то, там, я не знаю, склад, ну, все что угодно. Много разных специальностей есть. То есть вас там несколько человек. Даже, может быть, вы уже сдружились, поэтому вы такие не только коллеги, но и приятели. Вы человечек, который очень ревнивый. Особенно вот когда в вашей жизни, была, либо же есть у кого-то сейчас женщина, которая довольно хороша собой, которая, вы понимаете реально, что она красотка, там, фигуристая. Но вы будете ревновать до такой степени. Вы выбираете, в общем-то, по жизни довольно ухоженных женщин, да? С крокодилом, точно никто не захочет быть. Но ревнивец еще тот. Ох, какой вы ревнивец. Вы, кстати, такой человек, который ради любимой женщины звезду с неба может достать. Теперь только вопрос достать еще любимую женщину, да? Новую любимую женщину, потому что она сейчас далеко не у всех есть.
У кого-то может проиграться, да, смотрите, у кого-то проигрывается, что сейчас вам не до женщин. Я говорю у кого-то, потому что, опять же, это общий расклад, да, и меня разные мужчины смотрят. Кто-то сейчас в печали, потому что недавно разошелся. Есть такие из вас, которые сознательно не хотят знакомиться, потому что психотравма осталась после своих прежних отношений. Но есть такие из вас, вот, ребят, которые все-таки, несмотря ни на что, вот вы идете вперед. Вот идете вперед, пытаетесь знакомиться, пытаетесь устраивать свою личную жизнь. И, в общем-то, у некоторых даже получается. Вот, знаете, вот кто-то из вас точно стоит ну, как на первой ступеньке, может быть, на второй, начало новых отношений. И причем с вами довольно такая неплохая женщина. Ну, давайте будем теперь более подробно, чем же порадует вас судьба, да? Особенно это будет полезно тем, кто сейчас, ну вот мне постоянно, посмотрите, эту карту я достаю, да? Карта дьявола, она такая здесь необычная в этой колоде, но тем не менее показывает, что да, какой-то период, кому сейчас плохо, вы еще, конечно, пострадаете. Я не буду рассказывать вам, что вот завтра ты проснешься и все, жизнь с чистого листа и все в шоколаде. Нет, ребят, будем реалистами, какой-то период вы еще пострадаете, вам нужно успокоиться, чтобы, ну, как минимум, страсти улеглись, да, чтобы немножечко, ну, вдохнуть свежего воздуха. Вы не готовы еще ни к новым отношениям, оно вам и не нужно, вот кому сейчас плохо, да. Вы сейчас совершенно другим, и голова ваша занята, и вообще вам не до этого. Те же, кто прошел это все, да, я буду пытаться рассказывать разные варианты вашего будущего, да, вот какие события будут происходить, а вы под себя, вот что вам подходит, забирайте. Я вам дарю бесплатно, ребят. Смотрите, у кого-то из вас, между прочим, ох-ох-ох, смотрите, те, кто сейчас, ну, шоколад просто начинается. Те из вас, кто сейчас вот познакомился с новой женщиной, да, вот новые отношения, вы уже успокоились, уже бывшая так ушла и не вернулась, слава богу, да. То есть новая женщина, она в ваших планах не просто так, да, вот она вошла в вашу жизнь именно с серьезными намерениями. И вы, и она. И у кого-то даже проиграется, что вы уже начинаете подумывать, либо же вот начнете в ближайшее время подумывать о совместном проживании, либо же о браке даже. Потому что, вы понимаете, эта женщина реально вас привлекает. Даже не просто привлекает, а вы в нее влюбляетесь. Вы понимаете, что вы хотели бы иметь такую жену. Вы хотели бы иметь общий быт с этой женщиной. Вам с ней просто хорошо. Напишите, ребят, у кого это резонирует. Причем, знаете, вот, ну такая она добродушная, такая она хлебосольная, что я вам скажу, те ребят, у кого вот есть у вас сейчас такая женщина, я вам скажу, вот нужно вам как минимум немножечко сбросить вес. Она вас откормила. Вот напишите, вы поправились реально, потому что вы кушаете как не в себя, ну честное слово, как будто вы с необитаемого, боже, уже все, заплетык языкается, да, приехали, называется. В общем, с Робинзоном Крузо вы где-то там отдыхали, а теперь вы дорвались до еды, да? Немножко нужно приостановить, потому что, ну, будете такой колобочек, будете, знаете, одни котятся туды, другие котятся сюды, как в фильме когда-то было, да? Поэтому смотрите за своим весом. Далее, у кого-то из вас есть такая давнишняя, может быть, мечта поехать на море и позаниматься дайвингом, вот с аквалангом, да, поплавать туда, куда-то на глубину, спуститься. Я вам скажу, что все в ваших руках. Единственное, вот вы постоянно оттягиваете время. То денег не хватает, то нужно поработать, то начальник не отпускает, то еще что-то. Но вы постоянно вот как будто ищете отговорки. На самом деле вы, ну, не очень-то хотите тратить на себя деньги. Ну, правда? Вы привыкли тратиться на других, а на себя как-то вот уже и неудобно, и жалковато. Правда, ребят? Я вам скажу, что вам нужно вообще становиться, ну, более таким
более живчиком, что ли. Особенно те, кто недавно вот отошли от таких вот неприятных моментов в вашей жизни. Вы будете становиться более активным, больше общаться будете, но все равно как-то берите себя в руки и реально вот, может быть, куда-то съездите, да, запишитесь там, я не знаю, куда-то на курсы какие-то, ну, куда угодно. Сейчас очень много этих мест. Вы можете таким образом еще больше отвлечься, вы можете еще больше приобрести новых друзей, и вы можете в конце концов как-то, знаете, ну реально воспрянуть духом. Вам сейчас не хватает каких-то таких, знаете, ярких эмоций, острых ощущений, ну в хорошем смысле слова. Плохие-то у вас были, это понятно, у кого-то и сейчас они продолжаются. Вам настолько остро необходимы вот эти вот адреналин, да, вот эти ощущения, когда бабочки в животе. Да, кто-то влюбится, конечно же. Кто-то уже влюблен. Вот, влюбитесь вы, ребятушки. Я не успела сказать, как посмотрите, вот и одна, и вторая женщины будут, ну, просто на любой вкус. Кому-то, конечно, попадется, ну, такая дама с характером. Но вам будет нравиться ее укращать. Вы сам такой довольно характерный товарищ. С какой-то такой, знаете, серой мышкой, слабачкой, скучной женщиной, но вам будет неинтересно. Я сейчас говорю о некоторых, да, потому что общий расклад, не забываем, ребята, а то вы сейчас все испугаетесь и слиняете. И там будете сидеть в углу, плакать, и Бобик будет вас утешать, да? Не надо. Кому-то из вас попадется совершенно другая женщина. Она будет страстная, темпераментная, огненная такая, очень подвижная. У нее 10 дел будет одновременно, все в руках спорится. Из такой женщины, кстати, получаются и хорошие жены, и хорошие любовницы. Потому что она такая, ну, настолько заводная, она может даже кого-то из вас одной постелью уже привлечь, завлечь и влюбить. Потому что, ну, все мы знаем, что для любого мужчины внешность внешностью, да, но постель очень важна. И, конечно же, вашему Бобику не все равно, в какой будочке ему греться, да. Потому что бывают такие будочки, что Бобик испугается и не то, что куда-то зароется у себя где-то там в норке, он себе бункер выроет со страху, только бы к такой хозяйке не бежать, правда? Он будет где-то там в бункере сидеть. То есть, смотрите, ребят, у вас, в принципе, у каждого по-своему, да, проиграется. И у кого-то проиграется свадьба, у кого-то новое знакомство, да, вот начинают сбываться ваши мечты. Единственное, не останавливайте эти мечты. Как я уже сказала, многие из вас, ну, не хотят воплощать то, о чем вы давно мечтаете, вот именно из-за вот этого чувства какого-то, ну, неудобства, неудобно перед самим собой, как-то неловко, да, ну, как я на себя потрачу столько денег. Вот напишите, ребят, ну, есть такие 100% среди вас. Вы сейчас, вот некоторые, опять же я говорю, что может быть, даже денежку откладываете ребенку помочь, там, да, кто-то может быть родителям, если живы родители. Но вот про себя вы упорно забываете. Пора прекращать уже заниматься баловством, ребят. Пора начинать жить. Ну, поживите хоть немножко для себя. Ну, вы же тоже живые люди, да, со своими желаниями, хотелками со своими. Ну, хотите вы там, я не знаю, с тем же аквалангом, либо просто на море поехать, либо же что-то еще купить, да. Да елки-палки, ну сколько той жизни, поедьте на том море, поплескайтесь, покатайтесь на тех акулах, да. И жизнь прекрасна. И вы увидите, как вы начнете оживать, особенно те, кто сейчас в печали. Понимаете? Ну и напоследок, что еще? Ну, то, что вы влюбитесь, ребят, ну, это, я думаю, будет, ну, практически поголовно. Ну, влюбитесь. У нас даже напоследок туз кубка выпал. Это новая, взаимная, большая любовь, когда эмоции бьют через край. Вот те самые бабочки в животе, да, кто-то о них уже забыл, уже все, бабочки сдохли, бобики сдохли, уже ничего не надо. Ничего там не сдохло, ребят.
Просто не было такой женщины, которая могла бы оживить и бабочек, и бобиков, и все на свете. Вы еще парень хоть куда. Вот что бы вы мне ни говорили. Просто не было достойной женщины. Я могу только порадоваться. Судя по раскладу, у вас будет все хорошо. Не забываем, настрой на позитив. Это очень важно. Вы притягиваете то, во что вы верите. Вот такой сегодня был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями. И всем пока!